Для тех, кто предпочитает быстро и комфортно перемещаться по городу, преодолевать большие расстояния без автомобиля и общественного транспорта, Ninebot предлагает отличное решение – моноколесо Ninebot One S2. Это популярная бюджетная модель для безопасных и комфортных поездок по городу. Модель предназначена начинающим райдерам, запас хода не превышает 30 км, но в городских условиях и при быстрой зарядке этого достаточно. Модель востребована среди молодых людей для удобного передвижения по загруженным городским улицам, поездок на работу или учебу. Начнем с внешнего вида. Сразу скажу, что колесо уже в эксплуатации полгода. На нем катаются дети. В начале обучения колесо падало со страшной силой, поэтому сейчас оно имеет такой внешний вид. Пластик пережил все страшные падения и не треснул, но царапины и потертости на такой поверхности остаются. Покрышка обычная Kenda, диаметром 14 дюймов, ширина 2,125 дюймов, с достаточно хорошими протекторами. За полгода не стерлась и не было проколов. Один раз пришлось подкачивать колесо, что оказалось не совсем удобно, но возможно. В комплекте идет специальная трубка, которая накручивается на ниппель, и тогда уже проблем с подкачкой колеса не возникает. По бокам находятся подножки, надежно прикреплены к корпусу. Их поверхность покрыта специальным противоскользящим материалом. Во время поездок ноги стоят на таких подножках устойчиво при любой погоде. С двух сторон под пластиковыми крышками находятся две литий-ионные батареи по 900 мАч, суммарная емкость 310 Вт-час, запас хода 20-30 км, но все зависит от температуры окружающей среды, веса райдера и качества покрытия. Сверху находится порт для зарядки, надежно закрывается резиновой крышкой, предотвращая попадание воды. Имеется одна кнопка. Нажимаем, колесо включается. Загорается красивая подсветка со всех сторон, информирующая уровень заряда в момент остановки. А в момент движения разноцветно переливается. Цвет и анимация свечения настраиваются через приложение. Выключается колесо также одним нажатием. Для переноски моноколеса имеется надежная ручка. При поднятии колесо блокируется и от вас уже точно не убежит. Вес колеса 12,4 кг. Все основные технические характеристики представлены на экране. При первом запуске моноколесо нужно активировать. Для этого на телефоне устанавливаем приложение Segway Ninebot. Подключаем колесо по Bluetooth. Чтобы полноценно ездить на колесе, необходимо пройти обучение и проехать 1 км на ограниченной скорости. Это занимает примерно 5 минут. Потом будет доступна максимальная скорость. Всего имеется 3 режима скорости. Первый – базовый, ограничение скорости до 7 км в час. Второй – 12 км в час. Третий – 24 км в час. Немного слов о боли и страданиях во время первого знакомства с моноколесом. Мы пошли в парк, где мало людей. Мне не терпелось встать на моноколесо и поехать, так как нести в руках 12 кг не очень-то легко. Я думал, что сейчас как встану на колесо и поеду сразу. Причем до этого даже не посмотрел обучающее видео, что я лох какой-то. В результате часа тренировок я так и не научился даже стоять на этом колесе. Оно все время заваливалось, падало, уезжало в другую сторону. Начали жутко болеть голени ног, так как на моноколесе нет никаких мягких подушек, и очень ломило ступни ног, так как они были все время в напряжении. В первый час обучения настигли мысли, что хватит маяться, это колесо не для меня, я один из тех, кто не может кататься на этом адском изобретении. На второй день, собрав всю волю в кулак и ноги, посмотрев обучающее видео, мне все-таки удалось оседлать 500-ваттную лошадку. И это были те же мощные эмоции, как в 5 лет, когда я научился кататься на двухколесном велосипеде. Чувство свободы и полета. Хотелось ехать без остановки и ни о чем не думать. Управлять колесом несложно, скорость регулируется наклоном тела вперед, назад. Отклонившись назад, моноколесо достаточно быстро замедляет ход. Моноколесо отлично ездит по любому типу поверхности. По брусчатке колесо не виляет, даже на максимальной скорости, но все зависит от вашего мастерства. В колесе нет амортизации, эту роль выполняют ваши ноги. У нас в Екатеринбурге не так часто меняют плитку, как Собянин в Москве, и в некоторых местах есть неровности, и даже вот такие ямы. Например, едешь такой на расслабоне, думаешь о частице бозона Хиггса, влетаешь в яму и летишь прямо в реку и сеть, после которой станешь весь зеленый как Халк. После проезда более 100 км, объезд препятствий и подстроение ног к любой поверхности происходит само собой, чувствуешь единое целое с колесом.
Неровности с перепадом высоты до 5 см колесо хорошо преодолевает, от райдера не требуется каких-то сверхнавыков. Но чтобы преодолевать поребрики от 5 см, нужно уметь зажимать колесо ногами и выполнять прыжок. По грунтовой дороге по камням или в лесу по торчащим корням деревьев колесо тоже хорошо себя проявляет. Именно здесь я научился маневрировать колесом, объезжая сильно выступающие корни и большие камни. По лужам глубиной до 3 см в дождь или снег можно перемещаться без опасений за исправность устройства. Разработчики позаботились о качественной влагозащите, здесь она IP54. Радиус максимально возможного поворота примерно 1,5 метра, все упирается в клиренс. Это высота от поверхности до подножек. При более крутом повороте подножки будут цепляться за асфальт. При заезде в горку запаса мощности хватает, я вешу 70 кг, колесо без каких-либо трудностей взбирается. Тут наглядно показал скорость передвижения. При превышении скорости моноколесо начинает пищать, а педали заваливаются назад. Ninebot One S2 – отличный вариант для тех, кто хочет стать обладателем функционального и надежного транспортного средства по доступной стоимости. Несмотря на то, что моноколесо относится к средней ценовой категории, качество его исполнения находится на высоте. Прочное 14-дюймовое колесо, высокий клиренс и мягкий ход позволяют ощутить настоящий комфорт во время поездок в городских условиях. Благодаря компактным размерам он не займет много места дома, на работе или в машине. Из недостатков это отсутствие телескопической ручки для того, чтобы катить колесо рядом с собой при необходимости, отсутствие фонарика, ночью не поездить, нет защиты колеса, специальные накладки продаются отдельно. На этом все, я пошел дальше бороздить просторы вселенной, подписывайтесь на мои соцсети, там я размещаю дополнительную информацию об устройствах. Всем пока!